Когда твое безумство нежеланно, когда твое безумство, которое ты не хотел, задушено решетками в яме, ты из бессильного козла превращаешься в человека. И единственный способ, чтобы удивить белые халаты, которые хотят тебя полностью вылечить, это укрыться в желанном безумстве. И когда ты хочешь быть сумасшедшим, ни один белый халат не сможет вытащить тебя из ямы. Ты хочешь быть сумасшедшим, и ты будешь блаженным, счастливым сумасшедшим до конца своей жизни. 10 сентября 1968 года. Надпись на стене психиатрической больницы. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект Follow the Ghosts. Как вы могли заметить, наши трехнедельные каникулы немножечко затянулись, но мы очень рады снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня, пожалуй, мы вас немножечко удивим, ведь отправимся в заброшенную психиатрическую лечебницу. Да-да, такого у нас еще не было. Но, уверяю вас, эта прогулка будет не менее интересной. Мы перенесемся в Италию на 2 года назад, когда впервые посетили это место. Тогда мы еще могли посмотреть пустующие десятилетиями корпусы, где до сих пор сохранились предметы, документы, элементы декора, рассказывающие о том, что здесь раньше происходило. Итак, поехали! Дождь поливал как из ведра. Моя любимая осенняя пора для исследования заброшенных мест имела свои минусы. Точнее, это были минусы, связанные именно с возможностью съемки. Заброшкам же непогода придавала только еще больше шарма. Огромный психиатрический госпиталь, стоящий на холме и заросший уже высокими деревьями. Когда-то он насчитывал около 25 зданий, строившихся постепенно одно за другим на протяжении функционирования комплекса. Настоящий микрогородок, в свое время ставший тюрьмой для своих жителей. Первым зданием, в которое мы зашли, оказался морг. Здесь нас сразу встретили 3 оставленных секционных стола для вскрытия. 2 в небольших комнатушках слева от входа и 1, стоящий под окном в большом зале справа. Тусклый свет пасмурного дня едва освещал это помещение. Быстро осмотрев морг и сделав снимки, мы отправились к следующему зданию, оказавшемуся таким же старым, как и первое. Здесь, скорее всего, содержались буйные пациенты или те, кого за них выдавали. Именно это здание произвело на нас наибольшее впечатление. Заходя внутрь, ты оказывался между 2 длинными коридорами, справа и слева от тебя, где также по обе стороны располагались палаты. Двери в них были распахнуты, краска на дверях и стенах облупилась и начала слезать. Внутри, из-за забитых снаружи окон, царил полумрак. Выглядело это все довольно жутко. Исследуя первый этаж, мы втроем с нашим другом Джимом услышали шум на 2-м, как будто кто-то в этот момент проходил прямо над нами. Возможно, это дождь, просачивающийся через старую крышу, играл с нашим воображением. А может быть, здесь с нами в одно время были еще такие же исследователи. Заинтригованные, мы решили подняться. 2-й этаж был практически копией первого. Те же коридоры и двери, за исключением того, что света здесь было побольше. Крыша в некоторых палатах даже рухнула.
Пройдя по коридорам вперед и назад, мы так никого и не встретили. И странных звуков больше не слышали. Зато нашли старый архив, комнату, заставленную металлическими шкафами с лежащими на полках черными мусорными мешками, куда так небрежно запихали истории жизни и смерти, находившихся когда-то в этих стенах людей. Закончив осмотр этого здания, мы вышли, чтобы отправиться дальше. Перед этим сделав несколько кадров снаружи. И тут заметили, что кто-то, видимо, вытащил из корпуса и поставил на подоконнике несколько книжек, одна из которых даже была на русском. Журнал «Вестник хирургии». Вот уж что точно ты не ожидаешь здесь увидеть. Этот журнал издается с 1885 года и является старейшим научно-практическим хирургическим журналом России. Он освещает все вопросы клинической хирургии, рассказывает о новейших исследованиях, технологиях и разработках. В разные годы название журнала слегка менялось. Изначально он назывался «Хирургический вестник», потом еще 4 раза сменил название, пока не стал Вестником хирургии имени Грекова. Это произошло в 1934 году. Попавшийся нам экземпляр как раз носил то самое последнее название. И получше его рассмотрев, мы увидели и год издания — 1957. Но как он здесь оказался? В психиатрической больнице в Италии. Что ж, вариантов здесь могло быть несколько. Раньше, и сейчас, возможно, тоже, существовала такая практика, что больницы и научные центры, они выписывали литературу на различных языках, чтобы оставаться в курсе новостей врачебной тематики по всему миру. Какие новые методы используют врачи других стран? Эффективны ли они? Какие новые технологии появились? Эффективно ли новое оборудование? И так далее. Ну или же кто-то из врачей был русскоговорящим, и читать литературу на родном языке ему было комфортнее. Правды, конечно, мы уже не узнаем, но согласитесь, что эти две версии кажутся довольно правдоподобными. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, можете также поделиться в комментариях. Скажу вам по секрету, как-то уже давно, когда я впервые опубликовала пост про это место, кто-то мне в комментариях написал: ну вы сами привезли туда этот журнал. Если честно, я была очень удивлена. Сама бы я до такого не додумалась. Приехать на заброшку и привезти какую-то вещь, журнал 57-го года на русском языке, чтобы положить его под дождь. И типа вот повод для не знаю чего. Нет, друзья, уверяю вас, наши истории абсолютно настоящие. Мы ничего сами не придумываем, ничего никуда не добавляем. Рассказываем все как есть. А верить нам или не верить — это как бы уже ваше дело. Следующее здание, в которое мы вошли, уже было более современным и не таким пугающим, как первое. Скорее всего, его даже до сих пор использовали в начале нулевых, судя по обнаруженным внутри предметам. Правда, здесь также побывало полчище вандалов и переломало все, что только можно. В здании сохранилось гораздо больше мебели. Столы, кровати, стулья и шкафы. Прямо на входе с правой стороны стояло скопище практически современных стульев. Здесь нам также попался большой архив, где карточки пациентов сложили по мусорным мешкам. Остальная часть бумаг была раскидана по коридорам и некоторым палатам. Мы даже нашли здесь относительно свежие досье с распечатанными на черно-белом принтере фотокарточками пациентов, что еще раз подтвердило относительную недавность заброшенности этого корпуса. Когда на одном из этажей наш взгляд скользнул по окнам, выходящим на другие здания комплекса, то мы действительно заметили там кого-то, скрывшегося за деревьями. Что ж, главное, чтобы они ни из какого коридора внезапно не вышли, подумали мы, и так впечатленные атмосферой этого места. Решив подняться на этаж, мы заметили, что лестница тут была самой обыкновенной, но под ней зачем-то вместо обычной подсобки сконструировали клетку.
Наверху нас встретили такие же длинные коридоры, разбросанные повсюду бумаги, а в одной из комнат, где до сих пор было много мебели, на столе даже нашли вытащенные кем-то не так давно из старых шкафов пробирки для сбора крови. Закончив осмотр, мы вышли из здания и направились дальше. И тут заметили машину охранника, разъезжавшего по территории. Быстро нырнув в один из корпусов поблизости, мы переждали, пока он проедет мимо. К счастью, он нас не заметил, а мы, дождавшись, когда станет поспокойнее, решили больше не играть в кошки-мышки, а посетить наиболее интересное здесь здание – хозяйскую виллу, и покинуть территорию. К вилле, расположенной на самой вершине и немного в отдалении от прочих корпусов, добирались очень осторожно, буквально перебежками от одного дерева к другому. И вот, огромная и потрепанная временем, она появилась перед нами. Кое-где от стен уже отвалилась штукатурка, кое-где по фасаду расползлись черные пятна от сырости и обустроившихся там микроорганизмов. Внутри практически не было света, многие окна оказались заколочены, другие закрывали от и без того пасмурного дня большие деревья вокруг. Проходя по первому этажу, мы попали в широкую комнату, стены которой покрывали многочисленные рисунки. Похожие на детские, они изображали не совсем детские сюжеты. Среди многочисленных милых домиков и плодовых деревьев стояли мужчины с оружием или просто было изображено оружие само по себе – ножи, ружья, топоры. Мужчины напоминали охотников, но интересно, кому потребовалось изрисовать этим все стены? Комната произвела впечатление, но нам нужно было двигаться дальше, потому что мы слышали, как неподалеку проезжает машина. В такие моменты это довольно сильно действует на нервы. И вот мы нашли ее. Известная комната с фресками, сердце виллы, которую, к сожалению, эти бесполезные охранники не уберегли от вандалов. Глупые надписи покрывали стены, уродуя это невероятное место с балкончиками на втором этаже и лепниной на стенах. У меня даже не получилось тогда сделать там фото, так как мы услышали шум подъезжающей машины совсем близко. Не желая общаться со сторожем и потом выпутываться из этой встречи, мы быстренько покинули виллу с другой стороны и, пройдя по склону, ушли с территории. Пообещали еще однажды вернуться сюда. Вот такой мы застали больницу в первый раз. К сожалению, уже тогда она была завандалена. Об этом легко можно было судить по самой красивой части этого места – хозяйской вилле. К счастью, наши друзья Ольга и Вова были здесь в 2016 году. Они смогли сфотографировать больницу и поделились сделанными там снимками. Как говорится, почувствуйте разницу. Между нашими визитами прошло 4 года. Ну и как и собирались, совсем недавно мы посетили эту больницу снова. И вот что произошло. В лечебницу мы вернулись через 2 года после своего первого визита, и обстановка, как только мы попали на ее территорию, нас сильно напрягла. Сначала мы заглянули в попавшийся на пути морг и отметили, что там все осталось без изменений.
Зато после него перед нами среди кустов вырос свежепоставленный забор-сетка. Раньше его здесь не было, переглянулись мы, но проход дальше все-таки нашли. Корпуса лечебницы медленно выплывали из леса, как и раньше, только теперь в них было не попасть. Окна и двери первых этажей оказались полностью замурованы, а на территории перед ними появились огромные железные контейнеры. «Они разбирают больницу», — мелькнула мысль. Мы не успели. Скорее всего, все оборудование, мебель и мусор из зданий переместились в те самые контейнеры. Город решил наконец-таки заняться этой заброшенной долгие годы территорией. Мы уже такое видели. Скоро от этих больниц останутся лишь воспоминания. «Мы никуда теперь и не попадем», — развел руками Вадим. «Даже в ту основную виллу, которую не успели толком посмотреть. Скорее всего, здесь вычищено и закрыто абсолютно все». Мы ходили от здания к зданию и постоянно в этом убеждались. Но было так жаль вернуться ни с чем. «Ладно, если ты так хочешь, я пойду удостоверюсь», — пожертвовал собой Вадим и отправился смотреть ту самую виллу. Мы с нашим третьим компаньоном Лео остались ждать его за высоченными воротами. Вдруг я услышала голоса, раздающиеся откуда-то сверху, неподалеку от корпусов, через которые мы уже прошли. Мы решили не выдавать себя и на всякий случай отошли в менее заметное место. Вскоре они утихли. «Закрыто!» – послышались приближающиеся шаги Вадима. «Все закрыто. Пошли отсюда». И пошли мы, конечно же, в том направлении, где я что-то слышала. Особого выбора у нас все равно не было. И только мы начали подниматься, когда нас донеслись звуки возни, приглушенные голоса и шум от потревоженного металлического забора сетки. «Хей!» – послышался тихий женский голос, потом добавивший к приветствию что-то на итальянском. «Хей, но итальяно, скузи!» – развели руками мы, увидев прятавшихся за забором 3 девушек лет 15-16. «Откуда вы? Вы нас напугали!» Девушка перешла на прекрасный английский. «Извините, мы смотрели лечебницу, но теперь здесь все закрыто, к сожалению, даже вилла». «Да, они все закрыли и почистили», — подтвердила девушка. «Но вилла открыта. Мы были там неделю назад. Хотите, отведем вас?» «Ну, пойдемте», — согласились мы. Надо отметить, что уже был вечер, и сумерки постепенно накрывали местность. 3 несовершеннолетние девушки, красиво одетые, зачем-то залезли сюда в конце дня, в то время как их дом был где-то в городе, довольно далеко отсюда. И, судя по всему, они бывали здесь довольно часто. По дороге они рассказывали все, что знали о лечебнице. Факты из истории, какие-то слухи и легенды. Уверенным шагом девушки вели нас по узеньким тропкам и привычно перелезали через заборы. Также уверенно они привели нас к еле заметной двери сбоку виллы, закрытой металлической сеткой. Ну вот, все в порядке. Вилла встретила нас темнотой и прохладой. Пришлось включить лампы. «Не направляйте свет на окна только», — сразу предупредили девушки. За местом присматривают живущие поблизости соседи. Молодые итальянки провели нас по всем этажам, указывая, что стоит посмотреть, куда не стоит ступать и где проходить нужно быстро. Они знали тут каждый закуток. Она сказала, что пол разрушен, но это очень слабый пол, не надо там ездить. «Нам пора», — закончив экскурсию, сказали они. Вилла практически полностью погрузилась во мрак. На улице уже тоже достаточно стемнело. Мы поблагодарили девушек, и они ушли, а нам предстояло заснять еще несколько уголков. Но света стало катастрофически не хватать, и быстро осмотрев основной зал, сейчас загаженный граффити, мы спустились на нижний этаж в комнату, стены которой покрывали рисунки человечков с ружьями. Хотелось рассмотреть ее в деталях. Что ты думаешь, брат? Кто нарисовал это? И как давно? Когда-то пациентов размещали и в здании виллы тоже, но само помещение не походило на больничную палату. Что здесь тогда было? Много вопросов осталось без ответа, но странно требовать ответов от психиатрических больниц. Здесь свои порядки. Когда мы выбирались на улицу, уже совсем стемнело. Подсвечивая себе путь фонариками на телефоне, мы пересекли поле и вышли на дорогу. В припаркованной в кустах машине нас заждалась собака.
Что ж, пожалуй, эта лечебница оказалась наглядным примером того, что происходит со временем и заброшенными местами. Мы посмотрели ее эволюцию за 6 последних лет. И надо сказать, она еще неплохо продержалась. И теперь пришло время узнать ее историю. Неоднозначную, сразу вам скажу. Потому что сначала это было прекрасное место, направленное на помощь другим людям. Но как только попало не в те руки, превратилось в кошмарный сон наяву. Сейчас вы обо всем узнаете сами. Удивительно, как судьба иногда решает пошутить над нами. Алессандро, как мы его назовем, был практикующим доктором-психиатром, известным и уважаемым в своем деле, когда у него самого родился сын с отклонениями. Первый желанный ребенок разбивал ему сердце каждый раз, когда он сам пытался заниматься с ним, помочь ему, вылечить его. Но отдать сына в общую психиатрическую больницу, где как в консервной банке содержали людей с заболеваниями различной степени тяжести и без должного ухода, у него не поднималась рука. Незадолго до этого их семья купила виллу на холме с потрясающим видом на располагающийся снизу город. И однажды, сидя на террасе и вдыхая свежий чистый воздух под теплыми рассветными лучами, у доктора появилась идея использовать это место во благо. Дело в том, что в психиатрической больнице, в которой он работал, совсем недавно из его же инициатив они начали внедрять новый подход в лечении пациентов, основывающийся на том, что помочь в стимуляции разума душевнобольных могут трудовые практики, образование, религия, спорт и отдых. А основой для их хорошего самочувствия должна быть комфортная среда. Для начала больного нужно было максимально успокоить, исключить все раздражающие факторы, и потому огромное значение имели структура больницы, ее расположение, гигиена и организация происходящих внутри процессов. Доктор знал, что их городская больница еще не готова принять на себя такую роль, тем более вокруг постоянно шумел город. Здесь же, в деревенской местности, на вершине поросшего лесом холма, в тишине и спокойствии больные чувствовали бы себя гораздо лучше, и лечение пошло бы быстрее. Лечение его сына пошло бы быстрее. Сначала он устроил все это для него. Построил новые здания при вилле, где разместил для постоянного проживания медперсонал, заботившийся о его ребенке. Разбил дорожки для прогулок по саду, облагородил территорию. Так мальчик остался дома, в благоприятной атмосфере, и в то же время получил необходимый уход. Но доктор хотел продолжать экспериментировать в своих методиках, а для этого ему нужны были новые подопечные. Это составило бы компанию для его сына, а также, как Алессандро вскоре заметил, смогло бы принести неплохой доход их семье. Ведь на то время частных психиатрических больниц практически не было, а богачи и знатные люди страстно в этом нуждались и готовы были платить любые деньги, чтобы за их родственниками осуществлялся должный уход. Комплекс начал разрастаться. Появились новые корпуса, где содержали больных, оборудованные специальными комнатами и уборными. Появились столовая, школа, церковь, как элементы тестирования разработанного доктором метода лечения. Холм с единственной хозяйской виллой постепенно превращался в самодостаточную и бурно функционирующую деревню. К сожалению, вылечить и спасти сына доктору не удалось, и это наложило большой отпечаток на его жизнь. Но Алессандро не забросил свое дело. Теперь его миссией стало помочь людям, кто оказался в такой же ситуации, как была у них с сыном. Он не мог сдаться так просто, и больница продолжила разрастаться и совершенствоваться. Пациенты прибывали даже из-за границы, настолько слава о докторе разлетелась среди нуждающихся. Сюда приезжали работать и известные специалисты, например, автор теории криминальной антропологии, доктор Чезаро Ламброзо. Больных разделяли по половому признаку, возрасту, положению в обществе, тяжести и типу заболевания. Каждая из групп имела свой корпус для проживания со специально оборудованными под них комнатами. Здесь могли лечить людей с различного рода психическими отклонениями, в том числе с депрессией, безумием, ипохондрией, бредовыми расстройствами, а также алко- и наркозависимых, эпилептиков. Особо тяжелых пациентов помещали в отдельный корпус, комнаты в котором напоминали тюремные. Окна с решетками, открывавшиеся только снаружи, крепкий замок на двери. Комнаты обставлялись в зависимости от случая. Для эпилептиков ставили специальные кровати-клетки. Для пациентов, способных причинить себе вред, стены обивали мягкой тканью.
Перед смертью Алессандро завещал своему второму сыну Неро весь комплекс с условием, что тот продолжит его дело. И тот сдержал слово. Когда Неро встал за штурвал лечебницы в самом начале 20 века, место почувствовало новый приток энергии. Пойдя по стопам отца, Неро также выучился на врача-психиатра, а развернувшаяся на территорию его дома лечебная деятельность стала для него бесценной многолетней практикой. Но он не был так хорош в ведении бизнеса в одиночку, как Алессандро, поэтому решил объединиться с другой компанией, занимающейся лечением душевнобольных, и благодаря этому расширил помещение, произвел модернизацию оборудования, а также установил на территории собственную электростанцию. После почти 20 лет работы в таком режиме Неро решил уйти на покой. Он перепродал лечебницу частной компании, продолжившей его дело. Однако кризис, пришедший вместе со Второй мировой войной, разорил компанию, и она решила перепродать больницу провинции. Так началась темная глава в ее истории. Задуманное как благое место, вселяющее надежду и помогающее отчаявшимся, оно превратилось в обитель ужаса. Психиатрические больницы такого типа существовали по всей стране. Они принадлежали государству, и их миссией было не лечение пациентов, а ограничение их свободы. В такие места ссылали всех неугодных обществу и режиму, не только тех, кто был реально болен. Попадая сюда, у человека практически не было никаких шансов выбраться наружу. Он автоматически признавался недееспособным, с ним могли делать что угодно. И во время войн и бурного развития медицины это было как нельзя кстати. Все изменил вышедший в 1978 году закон Базалии, предусматривающий закрытие таких больниц. Этой страшной главе в истории итальянского общества пришел конец. На время выхода закона в лечебнице, построенной доктором Алессандро, еще находилось более 300 человек. В последующие годы их число постепенно сокращалось, вплоть до полного закрытия заведения в начале 2000-х годов. С той поры комплекс, состоящий из 25 зданий, оказался заброшен и постепенно приходил в негодность. Старая лечебница обросла легендами. Периодически люди, живущие неподалеку, жаловались на душераздирающие крики, доносящиеся с холма. Они утверждали, что это призраки пациентов, до сих пор остались бродить меж ее пустых стен. А иногда они слышали, как по ночам звучит оставленная в хозяйской вилле пианино, и считали, что это сын первого владельца, сумасшедший и умерший в подростковом возрасте, так напоминает о себе. Что ж, друзья, теперь вы знаете все. Вы взглянули на лечебницу нашими глазами и узнали ее историю. В следующих выпусках мы еще расскажем поподробнее про ужасы итальянских психбольниц и проводимые в них эксперименты. Согласитесь, одно дело просто погулять по заброшке, и совсем другое — погулять здесь, зная, что тут раньше происходило. Совсем другие ощущения. В любом случае, история этого места постепенно подходит к концу. Сейчас здесь уже начали все разбирать. Но возможно и то, что сами здания сохранят. Просто очистят их и переоборудуют или в какое-то общественное пространство, или в больницу, или сделают жилые дома. Да, в жилые дома действительно могут переделать. Даже несмотря на жуткую славу этого места. У нас, например, во французском городе, где мы сейчас живем, недавно старый хоспис переделали в новенькие квартирки и заселили туда людей. Вот так. Раньше в этих комнатах были палаты с умирающими больными, а сейчас находится твоя спальня или гостиная. Почему нет? Ну и еще один анонс у меня для вас есть. Совсем скоро, наверное, даже со следующего выпуска, мы стартуем с новым проектом, в котором будем рассказывать не про заброшенные места, а просто про очень необычные и интересные, с такими же неординарными хозяевами. Уверяю вас, что это будет не менее захватывающе. Не пропустите. Спасибо вам за просмотр этого видео. Мы старались сделать его интересным и насыщенным, и надеюсь, оно вам понравилось, и вы не забудете поставить ему лайк. Ну и обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами.
Впереди будет множество новых сюжетов и мест. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. Пока!